Resident Evil 1. Как же громко звучит это название. Какая бешеная репутация у игры. Сколько фанатов у этого японского детища. И неспроста скажу я тебе. И вот 25-й год. Я наконец-то решил пройти первую часть и понять, за что люди изначально полюбили игру. Здорово, роднички, гусятки, игуаны мимо проходящие. Сразу обозначу. Одна из моих любимых частей это 4-я, 5-я и 7-я. Обожаю эти части всей душой, кто бы что ни говорил. И в этом году меня потянуло на старые игры, как ты мог это понять. И Резик не стал исключением. Тем более я давно думал сделать разбор всех частей, так как надо догонять и соединять лор в голове в одно целое. И на самом деле у меня даже был конкурент у этой идеи. Я долго думал, с чего начать, с Резика или Silent Hill'а. Но так вышло, что мы решили с гусятами в телеге, что будем играть в Резик на стриме. Собственно, я прошел и решил наконец взять себя в руки и сделать видео по первой части. К тому же игра не сильно долгая, а мне есть что рассказать. Начну с самой игры. Версию решено было взять HD ремастер. И учитывая в целом, что Резик это игра 96-го года, а ремастер 2014-го, выбор как будто бы был очевиден. Надеюсь, я не ошибся. Для меня в целом графика в играх не важна, лишь бы игра была интересной, сюжетной и геймплейно-механически. И вот есть определенный ряд вопросов. Но мы сейчас поговорим обо всем по порядку. Само собой, начну с базы. Resident Evil — игра, за которой стоит такой гигант, как Capcom, которую основали в 1979 году. Ну и на всякий случай тебе скажу. Компания сейчас известна такими крупными франшизами, как наш герой видео, Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter, Mega Man, Monster Hunter и еще разные проекты. Думаю, суть ты уловил. Ну и команда разработчиков решила взяться за новый проект, Resident Evil. Разработчики вдохновлялись хоррором Sweet Home, который был сделан по фильму, и поначалу они планировали, что Resident Evil будет, скажем, ремейком этого Sweet Home, но компании не удалось договориться с правообладателями фильма, поэтому было решено делать что-то свое. Синдзи Миками, это, если что, геймдизайнер, делал первое время игру в соло, создавал и писал сценарий. Особняк же, который будет у нас в Resident Evil, был вдохновлен фильмом «Сияние», и планировалось, что игра будет шутером от первого лица, но от этой идеи отказались. И вышло то, что вышло. Игра считается культовой, у игры безумная фанатская база. Она разорвала все, что можно и все, что нельзя. В сумме со всеми ремастерами и прочим, у первой части было продано 12 миллионов копий. И самое интересное, что игра, по сути, ввела термин жанра survival horror, и многое сделала для дальнейшего в играх подобного жанра. Но в этом мы сильно углубляться сейчас не будем, об этом в этом году мы еще поговорим, уже в процессе написания сценария. Пока конкретно говорить, о чем именно будет видос, не буду, но ты, чтобы не пропустить, подписывайся на канал и не забудь поставить лайкос. Итак, у первой части выходили разные переиздания, по типу версии для GameCube, издания для Wii и наша, которая играл я. И вот вопрос, сделает ли когда-нибудь Capcom полноценный ремейк, как это было с другими частями? Потому что их ремейки это что-то с чем-то. Очень хочется, чтобы побольше студий делали на таком же уровне ремейки. Ну и на самом деле я был бы очень рад многим ремейкам. Ну а пока от Capcom мы ждем 9-й Резик, который, кстати, недавно показали. Кстати, по поводу ремейка первой части. Один инсайдер подтвердил, что ремейк первого Резидента находится в производстве и планирует его выпускать на 30-ю годовщину франшизы, а именно в 2026 году. Правда это или нет, тут решать уже тебе. Я верю, мне хочется верить, что ребята реально сделают ремейки всех своих частей, и я с огромным удовольствием перепройду и первую часть. А вот по первой части скажу, что она прям смогла меня поддушить. Ну, я понимаю, ты вероятнее всего родничок, фанат до мозга костей, и по первой части, возможно, сходишь с ума. Но послушай, сейчас в нынешнее время для меня было реально душновато. Начнем с самых тупорылых загрузок в моей жизни. Двери. Огромное количество дверей. Двери просто повсюду. Любая комната это загрузка. Ну вот неужели нельзя было что-то придумать в ремастере 2012 года? Ну, я реально могу понять, почему это было у оригинала, который был сделан для первой плойки. Ограниченные ресурсы по объему памяти. И они сделали очень круто. У тебя анимация вместо черного экрана с надписью «Загрузка». Но боже, почему это нельзя было поправить в ремастере? Я от этих дверей чуть с ума не сошел. Это просто реально взрыв мозга. И конечно же, беготня туда-сюда. По одним и тем же локациям. Это, ну, просто мразь. Принцип такой. Обойди 5 дверей, найди ключ, обойди другие 5 дверей, найди ключ, а потом еще ключ, и еще, и еще. И спасибо, что в игре есть карта. Мне даже порой приходилось брать планшет и зарисовывать карту, где я был. Что сделал, какой ключ вставил, а какой нужен. Надо отдать должное, конечно, карте. Она помечает цветом локу, где ты забрал и сделал все, что нужно. И есть ощущение, что для нынешнего времени игра сохранилась не то чтобы прям вау. Но я настолько люблю старые игры, что я осилил и прошел. Сюжет мне реально зашел. Вопросов у меня не осталось. Я получил кучу ответов, которые у меня были с других частей. И мы с тобой скоро к нему перейдем. А пока перейдем к камере. Камера это лютый вайб. Залоченную камеру я люблю за ее атмосферность. И непонимание, что за мразь может идти по коридору к тебе. Она держит тебя в напряжении. Единственное, что я не понял, это почему прицел работает в 3 направлениях по вертикали. Потолок, центр и ноги. Ну, центр и ноги я могу объяснить. Ты отбиваешься от зомбарей
батарей, внизу добиваешь голову, а потолок. Типа для летающих врагов? Для 3 ворон в игре? Сомнительно, но ладно. Еще меня удивило разнообразие зомби и прочие шушеры, которые есть в игре. Я привык к собакам, людям зомби и всяким огромным чурчхелам, но змея, мать его, огромная на полмира размерами, я просто выпал и думал, что меня уже игра ничем не удивит. Но там появились акулы. Акулы, мать его, слышишь? Реальные акулы, которые пытались оторвать мою жопу. Но это просто дурка, и я реально охерел на стриме. А потом в игре появляются пчелы-убийцы, пауки-убийцы, пауки, роднулька, слышишь? Пауки! Ладно, спокойно. Давай еще немного про игру. И пойдем уже к сюжету, потому что я очень хочу его рассказать. А потом обсудим с тобой в комментариях. Чтобы ты понимал, когда я начинал играть в игру, я не знал о ней ничего. Да, я, конечно же, знал, что существует первая часть Resident Evil, но про то, что там, какой сюжет, понятия не имел. Настолько не имел, что опешил, увидев Вескера в начале игры, который за положительных персонажей, учитывая, что Вескер один из главных говнюков серии игр. Кстати, о Вескере. Я считаю Вескера лучшим антагонистом в серии игр по Resident Evil. Он реально один из самых харизматичных злодеев, которые есть в Резиденте. Возможно, я не прав, потому что я прошел не все части, но пока из всех, что прошел, он самый интересный. Димитреску, конечно, женщина-огонь, но Вескер берет своей харизмой. И вот сейчас пора договориться. Если этот видос набирает 50 лайков, я сажусь за следующую часть по хронологии. Хотя, по сути, я ее уже нарушил. Резик Zero, который 0, вышел в 2002 году. По хронологии он раньше, так что мы отправимся в него. А потом уже во вторую и дальше по списку. Если не соберем, значит я просто пойму, что Резик не так интересен тебе и займусь другими играми. В общем, Resident Evil до мозга костей survival horror, который смог затянуть своей атмосферой, и я могу лишь представлять, как же это было круто играть в детстве на первой плойке. Наверное, это был реально лютый вайб. Сейчас, конечно, душишься от многих вещей, тем более, когда есть 4-я часть, но тем не менее игра достойная, как и достойный сюжет в игре. Все начинается с того, что нам с тобой дают выбор: Крис Редфилд или Джилл Валентайн. Выбираем крепчайшего мужчину и сразу в замес. Вертолет, 1998 год. Нас отправили на поиски наших людей из команды Браво. Очень жестокие убийства начались в Ракун-Сити. Небольшой промышленный город на западе США, население около 100 тысяч человек. У города по итогу будет печальная история. Все больше и больше странных отчетов о семьях, подвергшихся нападению неизвестных групп. Кто это и что это, никто ничего не может понять. По данным, все жертвы были тупо съедены. Туда и отправили команду Браво, которая перестала выходить на связь. Теперь наша очередь. Ну, мы с тобой-то профессионалы. Сейчас бим-бим и все узнаем. Пока летим на вертолете, замечаем разрушенный вертолет команды Браво. Это явно не к добру. Обыскав его, мы понимаем, что тут пусто, не считая одного тела, Кевина, пилота. Мы с нашим отрядом в лице Криса, Джилл, Джозефа и Вескера отправляемся на поиски других членов команды. И с каждой минутой это все походило больше не на поиски, а на какой-то кошмар. Джозефа сносят пьяные собаки, а в этот момент Джилл стоит и просто фоткает, как одного из ее напарников доедают сутулые псины. Но псины сутулые, а не тупые. Они замечают Джилл и решают, что фоткать они согласия как будто бы не давали, и бегут, роняя кал за ней по всему лесу. Ну и Джилл, как настоящий и опытный боец, падает на жопку. Тут подлетает наш главный герой, спасает эту бодрую жопку, и мы уносимся. Но собаки на то и собаки. Они, очевидно, в долгую догонят людей. Крис, кстати, тоже умный боец. Вместо стрельбы по ним он подставляет руку, чтобы его укусила зараженная собака. Но тут Вескер, который делает выстрел и спасает нашу парочку. Убегаем до особняка, и начинается лютый кошмар. Осталось 3 члена команды Старс. Это специальная тактическая и спасательная служба, элитное спецподразделение полиции города Ракун-Сити. В ней объединены ученые и люди с военной подготовкой. Ну и наш капитан Вескер, и мы с Джилл. Никто больше уцелеть не смог. Ну, почти не смог. Я, кстати, дико был рад видеть Вескера. Крис говорит, что они не знают, где еще один их потенциальный напарник, и мы попробуем это выяснить. Вескер говорит, что есть для нас задача. Он слышал выстрелы, мы должны проверить, что это, и доложить. А они с Джилл останутся на месте и будут охранять территорию. Наконец нам дают геймплей, и мы знакомимся с игрой и ее механиками. Все как всегда, максимально бесполезный нож, которым не завалить, ну, вообще никого. Машинка пишущая, моя любимая, кстати, где ты можешь сохранять игру, но только если есть записывающая лента, то бишь игра тебя как бы ограничивает. Но этот вайп мы с тобой любим. Собственно, то же, что недавно у нас с тобой было в Обскуре первом, и нам реально порой будет не хватать сейвов. Но мы справимся, я тебе гарантирую. Еще нас ждут разные пушки, которые прям порадуют. Ну и, конечно же, хилка. Трава разных цветов. И если смешивать разные цвета, ты усиливаешь ее по-разному и делаешь еще эффективнее. Либо смешав зеленую и синюю, ты можешь вылечить отравление. Ну и изучив немного локаций, натыкаемся на зомби, который ждет одного из наших напарников. Крис замечает, что у него что-то в руке, а в руке у него видеокассета, принадлежащая Кеннету. Но нам нужен видеопроигрыватель. Запоминаем и двигаемся дальше. Вернувшись к Вескеру,
вирус жил, обнаруживаем, что их нет. Где они, что и как, мы не имеем ни малейшего понятия. А вот что мы имеем, так это ствол, который почему-то лежит. Возможно, кто-то из наших обронил. Ну и огнестрел — это наш слон в Resident Evil. Потому что ножом бить зомби, но удовольствие так себе. Ну и пошла беготня, которая поначалу не шибко напрягала. Ты погружаешься, и атмосферу у игры не отнять, это факт. Но и бегая туда-сюда, посмотрев на миллион дверей в загрузках, я понял, что теперь я и сам являюсь дверью, но это поначалу я не сразу принял. А вот что принял сразу, так это количество головоломок, чтобы затянуть игру. Но это и нормально. Это сделано, чтобы игру не прошли за час. Ну и надо было сделать так, чтобы геймеры могли проникнуться атмосферой. Ну и оббежав все доступные в текущий момент комнаты, мы находим стрелу, которую вставляем над каким-то склепом, и открывается проход. Там мы обнаруживаем с тобой 4 лица, куда нужно притащить 4 маски, чтобы произошло что-то. Хватаем книгу проклятия, на которой забираем ключ, и понимаем, что в книге говорится как раз о 4 масках. Маска, что молчит о зле, что не чует зла, не видит зла и в которой не может говорить и чувствовать, но мы по ним визуально поймем, какую и куда вставлять. В книге говорится, что как только все 4 маски соберутся вместе, проснется некое зло. Ну, поглядим на это ваше зло. Будем по мере нахождения масок приносить и вставлять сюда. Благодаря ключу, кстати, мы летим открывать двери, которые ранее были недоступны, а значит снова надо обойти пол особняка. Кстати, забыл рассказать. Зомби могут подниматься, если ты не кончил их до конца. И это на самом деле я отношу к плюсу игры. В плане общей атмосферы. Итак, у тебя есть два варианта. Ты либо разрываешь бошку зомбарю выстрелом, но это лишь при удачном попадании, либо после нока зомби ты его просто сжигаешь. Ну, я этим не пользовался, возможно, кстати, зря. Кстати, керосин поместили на первый этаж, где комната отдыха. Там можно пополнять, как я понял, его бесконечно. Но я думаю, это для тех геймеров, которые проходят на максимальной сложности, так как лишний раз танковать лицом вряд ли будет желание. А вот желание найти очередной ключ у меня как раз таки есть. Мы находим свисток и записку, где узнаем, что какой-то чел в особняке решил спрятать что-то важное, и мол у него был план. Опасное животное сможет это охранять. Опасное животное — собака, которая живет здесь. Ну, честно говоря, сомнительно. В этой записке нам подсказывают, где найти собаку. На звук свистка собака должна примчаться. И в записке он пишет кому-то, что только, мол, ты можешь подойти к собаке, избежать урона, надеть ошейник, и объект, который хочет спрятать Спенсер, нужно передать собаке. Никто больше не справится. И у меня для тебя типа кое-что будет. То, что ты давно хотел. Находим собаку, рубим ее, на ней видим этот самый ошейник, который удается разблокировать и получить что? Правильно, ключ. А нам нужны все ключи, так как у нас уже не осталось открытых дверей, а вся игра состоит из дверей и ключей. Но меня это не останавливает, потому что сюжет игры постепенно раскрывается, и мне это нравится. С этим ключом мы бежим проделывать манипуляции, заменив его на настоящий, где были ловушки. И теперь с правильным ключом что будем делать? Правильно, двери. Натыкаемся на улице на Фореста. Это один из членов отряда Браво, весь в ранах, по всему телу. Это не здорово. И пока мы лутались в этом месте, наш Форест напал в спину. Нормальный нет? Ну, умереть нормально не смог, еще и говна наделал. Ну, ладно, с Форестом кончили. А теперь натыкаемся на живого человека из отряда Браво, Ребекка Чемберс. Она сидит с Ричардом, который выглядит, ну, мягко сказать, не очень. Ну, типа, еще немного и он как будто бы умрет. Он с трудом говорит, что это место не сулит ничего хорошего. Мол, берите команду и уходите, пока не поздно. Но мы не мы, если не узнаем все, что скрывает этот особняк. Девулька говорит, что он походу был укушен ядовитой змеей. Но приехали, вот и змей подвезли. Размер укуса гигантский, а значит змея будет не из маленьких пород. Да, и честно говоря, вообще не из обычных пород змей. Это ведь просто жуть. Ладно, мы специальные агенты. Возьмем себе просто в руки. Она говорит, что ему срочно нужна вакцина. И она оставила ее в комнате, там, где мы сохраняем игру. Ну и наша цель принести вакцину, чтобы спасти мужика. Увы, пока мы будем искать эту комнату и искать потом, как вернуться сюда, пройдет, скажем, немало времени. И что-то чувствую я. Чел не выжил не потому, что так задумано игрой, а потому, что мы все это делали пару часов. Возвращаемся к нему с вакциной. Подруги нашей нет, а мужик уже минус. Увы, не успели. Яд слишком быстро засосался в кровь. Ну, Ричарда жаль, но вакцина у нас остается, на случай, если пригодится нам. А есть у меня ощущение, что еще как пригодится. Ладно, немного погрустили и хватит. Находим ноты и не одну пачку. Нам это тоже нужно, для пианино в соседней комнате. Но это чуть-чуть попозже. Натыкаемся на письмо, 3 июня 98 года, написанное Мартином. Он извиняется перед Альмой. Какой-то человек в очках запретил звонить. Он жалуется, что сидит здесь, пытается придумать, с чего начать. Он хочет объяснить все, что произошло у него в жизни, и он пишет письмо. У него ускользают даже самые простые мысли. У него потеряны чувства отчаяния и растерянности, и он должен рассказать все, что есть в его сердце, прежде чем сможет отдохнуть. История эта может занять много времени, но времени у него нет. Просто нужно принять его слова как факт. В прошлом месяце в лаборатории произошел
несчастный случай, и вирус, который он с кем-то изучал, вырвался на свободу. Звучит уже так себе. Все коллеги, которые были у него, либо заразились, либо умерли, и после заражения теряются чувства. Вирус забирает у жертв человеческое, заставляя просто ходить и уничтожать. Он сам пытался выжить, и его мотивация была его девушка Альма, но, увы, все усилия лишь отсрочили неизбежное. Но он заражен и лекарства нет. Он говорит, что ему очень жаль, но другого выхода он не видит. Его мы не обнаруживаем, вероятнее всего он превратился и уже ходит по особняку, а может уже и не ходит, учитывая то количество чурчхел, которое нам пришлось зарубить. В его комнате быстренько решаем головоломку, на нас нападает оса-убийца, но я не растерялся, мы с тобой больше, сильнее, мощнее. Сносим ей кабинет, что ее разрывает на полмира, забираем предметы и отправляемся дальше. Найдем первую маску в картинной галерее, где на нас нападут вороны. И я вот задумался, а пьяные игуаны напасть на меня не хотят? Типа, сколько еще разнообразных пись придет? В общем, одну маску взяли тут, другую возьмем в комнате с рыцарями в шкатулке, вставляем их две в гробницы и летим в комнату, где было пианино. Начинаем играть. Удается у нас, ну, так себе. Но зато этим мы призываем нашу подругу, которая влетает и такая: сейчас как избацаете, с ума сойдешь. Это, мол, лунная соната, и начинает играть. И пока она играет, вспоминает и тренируется, мы должны еще немного делишек переделать, прежде чем она вспомнит, как играть. Но играет она на самом деле неплохо. Мы продолжаем высасывать каждый метр особняка, и я вот понимаю, как же я тупил и бегал туда-сюда. Это просто жуть. Но тем не менее натыкаемся на дневник сторожа. 9 мая 1998 года. Он играл ночью в покер с каким-то Скоттом и с кем-то по имени Стиви. Это охранник и исследователь. Начальник попросил его присмотреть за новым монстром. Монстр выглядит как огромная горилла, без кожи. Кормить его нужно, давая периодически животных. Время около 5 утра. Скотт, который охранник, будет его. Он был одет в защитный костюм, который дает и ему. В лаборатории произошла авария. Ну и наш чел в плане, который пишет письмо, проклинает этот костюм, который он носит уже целый день. Он чувствует, как кожа становится грязной, появляется зуд по всему телу. Дальше хуже. Опухла спина. Ему наложили повязку и сказали, что костюм носить уже не нужно. Но по факту уже смысла просто нет. Очевидно, что чел мутирует. У него на утро начали появляться волдыри на ногах, и все горит и чешется. Плоть начинает отваливаться. В общем, дядя явно минус. Он начал есть собачий корм. После пришел его проведать Скотт, и он съел и Скотта. Ну и дальше уже писать он не мог. Да, ситуация все хуже и хуже. А самое интересное, я надеюсь, ты проглядываешь это, где-то тут есть лаборатория, о которой мы читаем уже не первый раз. Ну а дальше мы находим комнату с дикими растениями, добавляем туда средства от сорняков и распыляем на дикие кусты, которые выглядят ну реально дико. Забираем маску, осталась еще одна и готово. Впихиваем третью и возвращаемся к нашей подруге. Она смогла и сыграла идеально мелодию. И о чудо, открылась потайная комната. Шикарно? Очень. Пора проверить, что там. Тут же нас встречает дневник Тревора. Причем дневник от 1967 года. 11 дней он пишет прошло с момента его прибытия в этот особняк. Какой-то парень в лабораторном халате пришел и сказал, что им жаль, но все это из соображений безопасности. Он ударил его. И есть лишь два человека, которые знают секрет особняка. Спенсер и я. Я — это этот Тревор. Из письма ясно, что Тревор очень боится за свою семью. Надеется лишь, что они в порядке. 26 ноября. Тревор жалуется, что потерял зажигалку, и теперь будет сложнее выбраться из этой тьмы. Он говорит, что память отлетает, но когда он начинает писать, память возвращается, и судя по всему, его семья уже минус. Он смог выбраться из комнаты, но из особняка выйти почти невозможно. Нужно пройти все ловушки и загадки. Так вот, решаем головоломку с часами, добываем еще один ключ и идем проверять все двери. Находим нужную, открываем, и тут, мать его, огромная змея, на полмира размерами. Сказать, что жуть, ну, ничего не сказать. Но мы тоже не с палкой пришли. Дробовик бим-бим, и змея кончилась. Ну как кончилась? Уползла лучше звучит. А вот что еще звучит, так это ластовая маска. Да, мы это сделали. Бежим ранее Кал, хотел бы сказать я, но змея отравила нас, и теперь нам нужен антидот, который у нас как раз есть. И как будто бы я рад отчасти, что мы не спасли нашего чела, но с другой стороны грустно, что он умер. Но будем честны, он уже умер, а у нас еще есть шанс. Поэтому летим до сейф-комнаты, в сундуке находим наш пузырек и выпиваем. Дальше хилимся и вставляем ластовую маску. Двери закрываются, и с гроба, который висел, выпадает дура какая-то с когтями. Рубим его с дробовика быстренько и забираем гребень. Он нам нужен, чтобы пройти дальше. Так что все это стоило того. Хотя я ожидал чего-то более эффектного. Ну типа, я столько часов собирал маски, чтобы получить гребень. Разработчики мем. По итогу мы выдвигаемся во внутренний двор. Раскидываем пачку-другую дур, решаем головоломку со статуями и бежим до домика, в котором находим семейную фотку, в которой кто-то пишет. Судя по всему, ребенок, что маму и папу забрали. Она нашла маму, она не двигается. Родители ее явно минус. Она, кстати, еще будет. Мы тем временем сваливаем с дома, пока не поздно. Бежим обратно во двор, спускаем воду в бассейн и проходим. Мы углубляемся все дальше и дальше. В доме натыкаемся на улей и пчел, которые нас пытаются убить. Видимо, Крис пчелок не уважает, а зря. Мы за это и огребаем. Но мы сильнее, поэтому убегаем. Натыкаемся на доклад о неком растении 42, которое растет очень быстро. И по сравнению с другими, Т-вирус подействовал на это растение особенно сильно. Этот вирус
Вирус, чтобы ты понимал, это название искусственно улучшенных вариантов вируса Прародитель, сделанный корпорацией Umbrella для военного применения живого биоорганического оружия. Из-за этого вируса живые организмы стремительно изменяются и получают новые возможности. Он изменил анатомию хозяина и повлиял на размеры. Растение 42 имеет два источника для получения питательных веществ. Один из них является корень, который пророс до подвала. После аварии в лаборатории один из ученых психанул и уничтожил аквакольцо, и подвал стал просто бассейном, из-за чего оно и стало разрастаться с такой скоростью, так как с лаборатории туда попали химикаты. Короче, чурчхела с щупальцами нас ожидает. Еще замечено было, что у этой барракуды есть интеллект. Когда оно спит, оно обвивает дверь щупальцами, чтобы никто не смог зайти. Но пока об этом не думаем, мы спускаемся ниже. Тут на нас нападают акулы. Сказать, что я охерел, ничего не сказать. Но бежим роняя что? Правильно. Натыкаемся как раз на щупальца той чурчхелы, про которую только что говорили, и он перекрывает механизм. Пока мы не пройдем, нужно как-то убрать его отсюда. Ну и следуя дальше этот дом с подвалом, где были акулы, я думал, что меня не удивит ничем. Ну как же, мать, я ошибался. Зайдя в очередную дверь, на меня напали пауки. Огромные, волосатые пауки. Ну камон, Резик 1 это просто что-то с чем-то. И вот видно, как разработчики просто прощупывали, что и как может зайти геймерам. Поэтому напихунькали всего, да побольше. Ну ладно, разгадываем очередные загадки. Заходим обратно, где были акулы. Открываем клапан. Цель спустить воду, чтобы спуститься вниз. Быстренько разбираемся, как это работает. В это время акула очень хотела познакомиться, но, увы, не успела. Спускаемся к ним, забираем ключ и бежим в комнату. Выжигаем ули, чтобы забрать еще один ключ. Находим книжку по эксперименту, где в первый раз слышим про некого тирана. Сходство в клеточной характеристике быстро растущего растения было инфицировано как раз вирусом тирана. Тут описывается, как можно эту дрянь разъесть химикатами. Мы же залетаем к ней, и эта тварюка обволакивает нас корнями. Залетает наша подруга. Крис ей говорит, мол, роднулька, толку нет, и кидает книгу, в которой инструкция по созданию яда. Нам передают управление за нее, и это было приятно и удивительно. Разнообразие прям порадовало. Кстати, если ты проходил игру за Джилл, скажи, в чем отличие? Есть ли что-то, что можно упустить за Криса? Или просто меняется моделька? Ну, а мы продолжаем. Быстренько решаем формулу, делаем нужную колбу, спускаемся вниз, где были акулы, выливаем эту дрянь на корни и возвращаемся к Крису. Корней его лишили, пора лишить и жизни. Находим что? Правильно, еще один ключ. Крис говорит подруге, что уничтожил проблему на корню. На корню, понял. Простите. Она дает нам рацию. Рация Ричарда. Недавно на этой рации была передача. Брэд, их пилот, все это время летает неподалеку. Рацию мы, конечно же, заберем. А деваха остается в комнате. В коридоре суета. Там Вескер рубит чертей. Я его спрашиваю, а где, собственно, наша роднулька? Речь, если что, про Джилл. Он такой, а мы просто разделились. Мы ему говорим, что пора отсюда выбираться, пока не стали кормом. Но он объясняет, что необходимо глубже разобраться в ситуации. И отправляет нас в особняк. Мол, мы там не все посмотрели. Странно, но окей. Он продолжит расследование здесь. И пока мы возвращались в особняк, по рации слышим Брэда. А так как рация не работает в его сторону, он просит подать какой-нибудь знак, если кто-нибудь слышит его. Мы же пока бегаем по замку, разгадываем очередные головоломки, чтобы найти проход под замок, спускаемся, находим книгу, в книге берем квестовый предмет и снова дневник Тревора. 1967 год. Он перепробовал все возможное, чтобы выбраться, но он понимает, что выхода нет, и он просто в ловушке. Он побывал уже везде, в лаборатории, в пещерах, но он отчаялся и не знает, куда себя деть. Спустя несколько дней он делится, что еды нет, воды тоже. Он начинает сходить с ума. Он говорит, что был слишком одержим проектированием этого особняка. Туннель, в котором он застрял, очередной тупик, но что-то привлекло его внимание в темноте. Он зажег последнюю спичку и увидел камень, где было его имя. Они, те, кто поместил его сюда, знали, что это будет его могилой. Шансов ему просто не оставили. Он пишет своей семье, чтобы простили его, что ему тяжело. Он всю семью вовлек в этот заговор. Вообще, Тревор является очень известным архитектором, которого нанял в 1962 году Спенсер для разработки чертежей научно-исследовательского центра под прикрытием особняка. А этот Спенсер является британским миллиардером, вирусологом и евгенистом. Тот, кто занимается учением об улучшениях человека при помощи искусственного отбора. Ну и короче, Спенсер является одним из основателей Umbrella. Про Umbrella чуть позже еще поговорим. Ну и мы благодаря этому всему понимаем, где мы и что происходит. Побродив там и сям, мы попадаем в комнату, где находим интересную информацию. Письмо от шефа службы безопасности от 22 июля. День X приближается, и их план таков. Необходимо звонить в лабораторию группу Stars и наблюдать за их борьбой сбор. Для сбора о боевых качествах. Отобрать 2 эмбриона каждого мутированного образца, но за исключением тирана. Тирана необходимо утилизировать. После уничтожить лабораторию, всех ученых и подопытных животных. Все это замаскировать под несчастный случай. После доложить штаб-квартиру. Вот тебе и просто особняк. Мы попали в такой анал, что ты даже не представляешь. И вот снова змея. Та самая, которая уползла. Но в этот раз ей не выбраться. Разрывая ее пьедестал, забираем очередной квестовый предмет. Спускаемся опять под особняк и находим еще одного коллегу, который говорит,
говорит что-то про двойного агента, и он получает пулю от кого-то, и перед смертью говорит лишь одно слово – Umbrella. Связываем и складываем 2 и 2, значит среди нас есть крыса, двойной агент, и очевидно кто это, и Крис явно догадывается, как и ты. Вескер гнида, и это факт. Дальше Бим-Бим и огроменный паук тоже на полмира размерами, который отлетает как и змея. Я будто бы пришел почистить зоопарк злых турболеек, но вот есть плюс, нам дали побаловаться огнеметом, и это было бодренько. Спускаемся еще глубже, натыкаемся на какое-то ритуальное место в свечах, куклах и прочем, но нас интересует коробочка, в которой кольцо. Снова записка, 10 ноября, где пишут про вирус-прародитель, который они ввели подопытным, и введены они были семье Декстера, о которых он писал в других записках. Надеюсь, что их это не коснулось. Джессика, вирус типа А, повышенная активность клеточной плазмы, слияние с вирусом не прошло, уничтожено. Тип вируса Б, повышенная активность клеточной плазмы, слияние с вирусом прошло положительно, вирус меняет тело, но собственно речь про Лизу, дочь этого мужика, и Джордж, просто уничтожен 30 ноября. Ну и теперь у нас есть все, что нужно, и мы идем в главные ворота в особняке, которые были закрыты. И вот она, лаборатория, где все началось. Натыкаемся на Вескера, мы быстренько разбиваем дурку, а это и есть Лиза, которая зовет маму, подопытная, которая стала чудовищем. Выбегаем на улицу, Вескер остается исследовать территорию более детально, а мы выкачиваем воду из фонтана и спускаемся по лестнице на самое дно. Вот он, финал первой части. Быстренько исследуем лабу, находим письмо, адресованное Аде, той самой Вонг, или нет, пока мы не можем знать. Ученый пишет ей, что он больше не будет человеком, которого она когда-то знала. Результаты его теста уже пришли, и как он ожидал, положительные. Ты, говорит, не инфицирована, и он искренне надеется, что не все так плохо. И если она последняя из выживших, он просит ее забрать все материалы из конференц-зала. И если системы еще работают, открыть все замки, используя систему безопасности. В терминале, который он оставил, используется его имя как логин, а пароль имя той, кому он пишет. Это нам подсказка, что делать и как разблокировать терминал. Поняли, приняли, и еще он в письме просит его рубануть, если она встретит его, потому что он не хочет мучиться. И я тут прослеживаю связь. Насколько все части Резидента важны. Есть информация про Аду, то есть она была тут и участвовала во всем этом. Знала все, и теперь реально интересно перепройти остальные части по хронологии. Это просто сказка. Ладно, сказка сказкой, пароль нужно взламывать. Узнаем пароль, все разблокируем, видим кучу замороженных тел. Находим интересную запись некого исследователя. Есть доказательства, что носитель теряет сознание, и тело впадает в кому. Вирус становится активным и быстро преобразовывает и реконструирует основные части тела. Итог 1. Носитель мутирует в человекоподобное существо, которых называют ВАКЦ. Скорость и мышечное развитие требуют особого внимания. После трансформации носитель становится более ловким, агрессивным. Во время опытов погибло 4 исследователя, пытаясь покормить его. Увы, у них не вышло. Они назвали их Crimson Head. Одна из возможных мутаций. Опасный и ценный образец. Это одна из возможных мутаций, которую может испытать зомби в зависимости от Т-вируса. И все ученые пытались найти способ с ним бороться. Уничтожить было не вариант, так как он является очень ценным образцом. По итогу было решено его заморозить и поместить тело в подвале, на кладбище. И есть ощущение, что мы его и уничтожили. Ну, прошу прощения, как говорится. Дальше находим конфиденциальное письмо, которое отправили санитарному отделу от комитета Ракун-Сити по чрезвычайным ситуациям. Содержание факса носит очень личный характер. Нельзя раскрывать его третьим лицам. Произошла значительная утечка Т-вируса, и так как это больше, чем ожидалось, появился у них ряд проблем. Самая основная, это более половины исследователей были инфицированы Т-вирусом и погибли. Все, кто остался жив, начали проявлять признаки заражения. Вторая секретная команда службы безопасности полностью уничтожена, и все секретные исследования рискуют быть обнародованными. И третья проблема. Высока вероятность, что большинство образцов вырвалось на свободу. Потерь будет немерено. Первое вмешательство ожидается от полиции штата и отряда Старс. Рекомендовано предпринять меры. И они были правы. Мы реально вмешались. А мы же дальше находим запись и видим, какие виды они выводили. Здесь тебе и собаки, и акулы, и охотники, и тиран. Мы же, переваривая информацию, бегаем и активируем то одно, то другое. И тут натыкаемся на камеру, где наконец находим Джилл. Она тут же говорит, что Вескер гнида, но мы и так уже все поняли давно. Увы, открыть камеру мы пока не можем, но мы вернемся за ней. Заполняем капсулу, относим, запускаем и спускаемся на лифте вниз. Тут Вескер, он говорит, что очень гордится нами и нападает на нас. Крис спрашивает Вескера, как давно тебя купили? Он отвечает, что мы запутались немножко. Он всегда работал на Амбреллу, и Старс для Амбреллы, а точнее для него, были подопытными. Он говорит, что вирус тирана вырвался на волю, заразив это место, и увы, ему пришлось пожертвовать многими людьми. К примеру, Энрико, который был убит пулей, это дело рук Вескера, и он планирует уничтожить это место и весь отряд Старс. Амбрелла, на которую он работает, является частной компанией, которая специализируется в различных отраслях промышленности с 1970-х годов, выпуская лекарственные и химические средства, медицинское
оборудование, и корпорация, как ты мог понять, проводила секретные операции с использованием геноинженерии и биоорганического оружия. Компания имела хорошую репутацию, выпуская, к примеру, косметику и продукты питания, и это настолько могущественная корпорация, что сложно переварить это. Ну и Вескер, как истинный злодей, говорит, что пора раскрыть карты и показать кое-что. У него в капсуле Тиран, которым он восхищается. Тиран — это по сути кодовое имя серии оружия. Успешные образцы в будущем будут клонированы. Лютый Ребзи. Но этот Лютый Ребзи выбирается, протыкает Вескера, и тут я охерел люто. Ну как будто бы Вескер все, но Тиран-то не все. Пошла жаркая. Довольно быстро уничтожаем его, но он тут прям слабый. Возможно, за счет всех возможных пушек в нашем инвентаре. Бим-бим, и он готов. А теперь наблюдение над вирусом G. Его открытие произошло спустя 21 год после введения вируса прародителя. Прототип паразита, который доставили из лаборатории Франции, был введен в тело подопытной. Она поглотила паразита без побочных реакций. Паразит в организме развивался 21 год. После этого времени он начал мутировать. Это был лютый прорыв, который изменит будущее в истории Бор. Писал эту заметку Уильям Биркин, который будет в следующих частях, и мы его обязательно узнаем поближе. Ну и все, бежим за подругой, далее к лифту, снова рация. Брэд сообщает, что последний шанс уйти, так как у него заканчивается горючее. Он просит подать знак, и вот он наш шанс. Мы ждем лифт, и тут начинают эти чурчхелы. Или же просто Тиран встал. Подруга говорит, что мы должны связаться с Брэдом, иначе все зря. Она остается дефать, а нам надо уходить. Мы выпускаем сигнальные ракеты. Деваха поднимается, держась за руку, укус или что, но она утверждает, что все в порядке. Прилетает Брэд, и мы убираемся отсюда. И в конце в виде глаз, судя по всему, Тирана. А вот такой вот Resident Evil 1 удивил меня. Сюжетно я доволен. Геймплейно она немного устарела. Тут спору нет. И в целом понимаю, что это был их первый проект, который они делали, чтобы понять, как дальше улучшать и куда двигаться. Это очень бодро. Я остался доволен, и сейчас, дописав сценарий, очень хочется поиграть в Зира или в нулевую часть и двигаться дальше. И много вопросиков, которые были с других частей, я позакрывал. Что, как и откуда, кто и почему. Много знакомых имен. И мне не жаль, что только сейчас я это узнал. Постепенно соберем всю информацию в одну нить и поймем весь лор с тобой, Раднулькинс. Тем более на днях была презентация, где показали 9-й Резидент, и у нас с тобой есть чуть больше полгода, чтобы разобрать все части. Возможно ли это? Сложно сказать, так как есть еще планы по видосам, но многое зависит от тебя. И если мы соберем быстро тут 50 лайков, я пойму, что тебе интересно, и следующая часть будет нулевой. А дальше нам с тобой надо решить по второй части, проходим мы ремейк или оригинал. Сложно, но ладно, давай делать все постепенно. Resident Evil 1 покорил меня еще больше, хотя я всегда любил эту вселенную. Хоть мое знакомство и началось, как я говорил, в начале с 5-й части. Ну, а у тебя как дела с этой вселенной? Насколько тебе нравится она? Какая твоя часть любимая? Кто твой любимый персонаж? И, кстати, в телеге недавно проводил опрос среди роднулек. Какая вселенная кому нравится больше? Резик или Silent Hill? Вот результат. Ты тоже можешь стать частью роднулек. Залетай в телегу и на стримы. А на этом все. Хорошего тебе дня, вечера, ночи. И самое главное, что не вздумай грустить.